Всем привет, всем здорово. С вами Zoom TV. Рассматривать будем игру Enlisted. Это онлайн-шутер в сеттинге Второй мировой войны. Игра абсолютно бесплатная. Скачать ее, поиграть можно по ссылке в описании. Сегодня будет вводный гайд для новичков. Что мы видим на экране? Когда вы зайдете, будет у вас пул ваших отрядов. Специально для этого создал новый аккаунт, чтобы вам показать. Значит, у вас будет отряд винтовочников, у вас будет отряд снайперов, и у вас будет отряд танкистов. Если вы приобретете себе премиум аккаунт, то в вашем пуле отрядов будет не 3, а 5 отрядов. То есть у вас будет 3 отряда пехоты и 2 отряда техники. В этой игре есть кампания. По мере прокачивания данной кампании вы будете получать отряды и технику. Вы получите первый отряд штурмовиков и сможете поставить его в данный пул. Всего в данной игре пока что представлено 2 кампании. Это битва за Москву, 2 стороны союзники и ось. Вторжение в Нормандию. Здесь представлены союзники в виде американских войск и ось, также в виде немецких. В закрытом бета-тестировании идет кампания «Битва за Берлин». Возможно, к 9 мая ее. Далее, ребята, рассмотрим сам пул ваших отрядов, как их заменять и какие отряды с собой брать в бой. Для этого я взял другой аккаунт, чтобы вам демонстративно все показать. Открываете вы отряды потихонечку, открываете технику, вот пилоты на 4 уровне. Также открываете дополнительное оружие, опять пилоты и техника. И далее пошли отряды, оружие, пилоты, техника. Формирую свой пул, который беру в бой таким образом. Отряд штурмовиков. Далее отряд инженеров. Далее отряд снайперов и отряд техники. Теперь рассмотрим, как же улучшать наши отряды, чтобы они были более эффективными в бою. Нажимаем улучшение. У каждого отряда идет отдельная прокачка. Для того, чтобы быстрее прокачивать свои войска, качаем сначала синюю ветку отряда. Не полностью все разветвления данной ветки, а именно центральную ветку. Вот она. Ветка опыта пошла плюс 25. Потом идет у вас увеличение резерва. Потом идет еще плюс 25% опыта отряда. Потом опять увеличение резерва. И далее опять у вас плюс 50 опыта к прокачке отряда. Соответственно, после того, как вы прокачаете синюю ветку, центральную именно центральную ветку, у вас будет отряд получать не 100% опыта, а 200% опыта. И это без премиум аккаунта. Далее, после того, как вы прокачали центральную ветку синюю, вам необходимо перейти к красной и также прокачать центральную ветку красного улучшения. Начинаем со штурмовика 2 ранга и пошли. Плюс 25% опыта. Опять штурмовик 3 ранга. Плюс 25% опыта. Опять штурмовик 4 ранга. Плюс 25% опыта. Штурмовик 5 ранга. И опять плюс 25% к опыту. Таким образом, ваши штурмовики в этом отряде, смотрите, видите, у меня здесь в этом отряде 1, 2, 3, 4 штурмовика. Отряд будет получать, весь отряд, плюс 200% к опыту после прокачки синего древа основного. И после прокачки красного древа основного, ваши штурмовики в этом отряде будут получать плюс 300% опыта. И в целом отряд будет получать все бойцы плюс 200, штурмовики плюс 300. И весь этот опыт будет идти также в прокачку вашей компании. То есть чем больше будет получать отряд ваш опыта, тем быстрее будет прокачиваться компания и тем быстрее будет прокачиваться сам ваш отряд. И в данном случае, после прокачки полностью отряда, у вас уже будет отряд более боеспособный. После того, как вы прокачали 2 центральные ветки, начинаете качать разветвление данного улучшения. Вот я взял себе одного инженера в данный отряд, взял одного радиста в данный отряд и взял пулеметчика в данный отряд. То есть помимо 4 штурмовиков у меня еще будет инженер, радист и пулеметчик. Дополнительное оружие в бою, оно не нужно отрядам. Почему? Потому что оружие можно подобрать. А вот слот для рюкзака — это совсем другая вещь. Давайте посмотрим. Открываем вооружение. У него есть секторный ППД, это автоматический пистолет-пулемет.
Малый рюкзак. То, что я и говорил, вы открываете дополнительный слот инвентаря. В рюкзак влазит 2 аптечки. Есть большой рюкзак. В него влазить будет 4 аптечки. Он открывается во время прокачки вашей компании. И вы сможете его покупать в обеспечении отрядов. Далее солдаты экипируются гранатами какими-либо. И по желанию уже идут пистолеты, мины и тому подобное обмундирование. Что советую брать для отрядов, для штурмовиков? Взрыв-пакеты. На данный момент это единственное действенное вооружение, именно граната, которой можно взрывать технику. Если вы, конечно, не на танке или не на самолете. При броске данного взрыв-пакета, хорошем броске точно, вы гарантированно уничтожите любой танк, любого уровня прокачки и экипажа. Если вы правильно бросили взрыв-пакет, получите от 2 до 6 фрагов сразу. Помимо того, что вы уничтожите технику, вы еще убьете экипаж данного танка. Еще чуть менее действенным является коктейль Молотова. Это ситуативная экипировка. Его необходимо бросать лучше всего в ту часть танка, где у него находится двигатель, чтобы двигатель загорелся и сдетонировали баки. Вообще чаще всего я использую коктейль Молотова для того, чтобы ослепить танк. То есть вы бросаете в переднюю часть, где находятся смотровые окна мехвода и наводчика. И после того, как в него попадает коктейль Молотова и все загорается, становится очень плохо видно. Все расплывается перед глазами, и он практически становится небоеспособен, и уже после этого можно его уничтожать взрыв-пакетом. Что касается вооружения, видите, данному солдату доступно автоматическое оружие. Также солдат имеет дробовик ТОС-Б. Это двухствольный дробовик, который открывается на 5 уровне кампании. Очень действенная штука, единственный его минус – это количество патронов. Поэтому мы малую патронную сумку пока что дали этому солдату. После дадим большую патронную сумку, и он сможет с собой носить 18 патронов для дробовика ТОС. Аннигилирует это оружие просто все. Один выстрел, один труп. Не оставляет шансов никаких абсолютно. Далее, почему в моих отрядах только стандартное оружие? Потому что я жду, пока у меня откроется на 11 уровне нормальное оружие. Я не использую сейчас никакие заявки на вооружение абсолютно. Вот смотрите, я бы мог уже брать винтовки, штурмовое оружие, вот видите, секторный ТОС. Но ППД барабанный. Почему-то здесь иконка обычная, но это барабанный ППД, который на 11 уровне, видите, открывается. ППД-40 изобразили уже с барабана. Но суть не в этом. Суть в том, что необходимо дождаться, когда у вас откроется нормальное оружие, и тогда за серебряные заявки вы сможете вооружить всех 4 своих штурмовиков этим оружием. Если вы будете до этого момента использовать обычные бронзовые заявки, у вас будет выпадать случайная поставка оружия, но только того оружия, которое у вас открыто на данный момент. То есть стандартные винтовки Мосина, стандартные секторные ППД, драгунские винтовки Мосина. То есть то стандартное оружие, которое у вас открыто на данный момент. И не будет выпадать то необходимое, которое вы можете открыть далее. Видите, что открыто на данный момент у меня. А вот с 13 уровня прокачки кампании уже откроется винчестер. Но и это ерунда, его не стоит покупать. Вот она. Первая отличная снайперская винтовка. Далее. СВТ-38. То, что стоит покупать для своих отрядов. Ну и, естественно, СВТ-40 снайперская, то же самое. Вот это все остальное, все винтовки, вот эти вот все, вот это все хрень. Собирайте заявки серебряные и никуда их просто так не тратьте. Далее смотрим. У каждого бойца присутствует его ранг. Он может быть от 1 звезды до 5 звезд. Данный показатель звезд влияет на способность. Чем больше звезд у солдата, тем больше способностей он может получить. У солдата есть только одно умение, оно рандомное. 3 звезды у этого солдата он получил. Еще одно умение, плюс 40 максимальная высота прыжка, плюс 60 скорость при движении лежа или в приседе, и плюс 100 восстановление здоровья вне боя. Бронзовые заявки можете тратить спокойно на пополнение вашего штата, потому что больше никуда они не нужны. Давайте приобретем. Вот видите, мне дали одного 2-звездочного и еще один танкист 1-звездочный.
Дальше давайте еще возьмем одну. Далее. Давайте возьмем еще. Давайте еще один возьмем. Сейчас покажу, как менять солдат в отряде. Нажимаем отряд, где хотим это поменять. Нажимаете управление солдатами. Для этого мы освобождаем слот и сажаем этого танкиста в данный слот. Для чего это вообще нужно? Помимо того, что он получает дополнительные способности, солдат еще можно отправлять в академию. Академия. Вот у меня горит, видите, боец. То есть 3 бойцов, 1 звездочка. Я могу отправить в академию. На выходе будет 1 двухзвездный. Но перед отправкой бойцов в академию необходимо этих солдат сначала разоружить. Обязательное вооружение остается всегда, его нельзя снять. А дополнительное я все с них поснимал. Если вы отправите бойцов в академию с дополнительным обмундированием, то есть гранаты, мины, инвентарь, здесь аптечки, да, вот это все пропадет в академию. Оно вам не вернется. И выйдет 1 солдат без обмундирования, то есть только с основным оружием. Добавляю 3 бойцов, и я знаю, что у меня со 100% вероятностью выйдет 2 ранга боец. Нажимаю начать обучение, и через 5 минут данный боец выйдет ко мне из академии. Далее, как получать заявки на вооружение и почему стоит какие-то тратить, а какие-то не стоит. На данный момент заявки на вооружение и на пополнение личного состава солдат вы получаете за выполнение боевых задач ежедневно. Неважно, сколько вы их выполните, 20, 30, 40 штук, вы будете получать за каждую выполненную боевую задачу бронзовые или серебряные заявки на оружие и личный состав солдат. Разработчики анонсировали новость о том, что со следующего обновления бронзовые заявки вы будете получать не за боевые задачи, а как раньше было в закрытом бета-тестировании, за полученный опыт. То есть чем больше опыта вы будете получать, тем больше вы будете получать за него бронзовых заявок. Заявки будут чередоваться, будете получать на личный состав заявки и на вооружение заявки. Разработчики указали, что за каждую 1000 опыт вы будете получать бронзовую заявку. И так они будут чередоваться. Чем больше вы будете проводить боев, чем больше вы будете получать опыта, тем больше у вас будет бронзовых заявок. Серебряные, золотые заявки вы будете получать за боевые задачи. А еще вы их будете получать за боевой пропуск. И что такое вообще боевой пропуск? При покупке премиум аккаунта вы получаете элитный пропуск и сможете пополнять его 30 очками опыта в день. Без элитного пропуска это 10 очков опыта в день, это 1 уровень. Элитный боевой пропуск с премиум аккаунтом это 3 уровня. И есть, видите, вот смотрите, это не бесплатный. Эта карточка серебряная не бесплатная. То есть в обычном не элитном боевом пропуске я ее не мог получить. Я вот получал бесплатно. Вот получал, вот. Эту я получить не смог. Эту, соответственно, я тоже не смог получить. Далее, вот видите, бесплатно. При прохождении всего боевого пропуска, если у вас он будет элитным, то есть если у вас будет премиум аккаунт, то вы вернете все золото, которое вы вложили в него, и плюс еще 100 золота бесплатно вы получите. Вложите вы 900, получите 1000. Ну, так, это стандартная практика во многих играх. При прохождении боевого пропуска вам возвращают больше золота, чем вы вложили. В общем и целом, чем больше вы играете, тем больше вы получаете опыта. Чем больше вы получаете опыта, тем быстрее вы прокачиваете компанию. И чем быстрее вы прокачиваете компанию, тем быстрее вы открываете отряды, технику и хорошее вооружение. Если у вас остались какие-то вопросы, оставляйте свои вопросы в комментариях. На все отвечу. А с вами был канал Zoom TV. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорой встречи.